Как этот человек стал автомобильным королем? Ведь он так и не научился за всю свою жизнь читать чертежи. И инженеры просто делали для него деревянный макет, который он и изучал. Какими жизненными правилами руководствовался этот человек? Давайте посмотрим, в чем секрет одного из самых известных промышленников в истории. Генри Форд родился 30 июля 1863 года в семье мичиганского фермера-эмигранта из Ирландии. Отец был недоволен им, считая лентяем и неженкой. Сын вел себя как принц, случайно очутившийся на ферме. Все, что ему велели, Генри делал с неохотой. Он ненавидел кур и коров, терпеть не мог молока. Уже в ранней юности я думал, что многое можно делать иначе, каким-нибудь другим способом. Например, он, Генри, каждое утро должен взбираться по крутой лестнице, неся ведра с водой. Зачем делать это каждый день, если можно всего-навсего проложить под землей 2 метра водопроводных труб? Когда сыну исполнилось 12, отец подарил ему карманные часы. Тот не утерпел, поддел отверткой крышку, и его глазам открылось нечто чудесное. Части механизма взаимодействовали между собой. Одно колесико двигало другое. Каждый винтик здесь был важен. Разобрав и собрав часы, мальчик долго размышлял. Что есть мир, как не один большой механизм? Одно движение порождается другим. Все имеет свои рычаги. Чтобы добиться успеха, надо только знать, на какие рычаги нажимать. Генри быстро научился ремонтировать часы и некоторое время даже подрабатывал, объезжая окрестные фермы и беря в починку вставшие хронометры. Вторым потрясением стала встреча с локомобилем. Генри с отцом возвращались на телеге из города, когда им встретилась огромная, окутанная паром самоходная машина. Обогнав телегу и испугав лошадей, дымящее и шипящее чудовище промчалось мимо. В этот момент Генри полжизни бы отдал, чтобы быть там, в кабинке шофера. В 15 лет Форд оставил занятия в школе и ночью, пешком, никому ничего не сказав, ушел в Детройт. Он ни за что не станет фермером, как того хочет отец. На заводе, куда он устроился, делали вагоны для конки. Здесь он долго не продержался. Форду достаточно было только дотронуться до сломанного механизма, чтобы понять, в чем неисправность. Одаренному новичку стали завидовать другие рабочие. Они делали все, чтобы выжить выскочку с завода, и преуспели в этом. Форд был уволен. Позже Генри устроился на судостроительный завод братьев Флауэр, а по ночам он подрабатывал починкой часов, чтобы было чем платить за комнату. А Уильям Форд тем временем решил сделать последнюю попытку вернуть сына к фермерскому делу. Предложил 40 акров земли с условием, что тот больше никогда в своей жизни не произнесет слово «машина». Неожиданно Генри ответил согласием. Отец остался доволен, сын тоже. Легковерный Уильям и не подозревал, что сын попросту дурачит его. Вскоре Генри Форд задумал жениться. Клара Брайант была моложе его на 3 года. Они познакомились на сельских танцах. Форд был блестящим танцором и поразил девушку тем, что показал ей свои карманные часы и заявил, что сделал их сам. Их связывало многое. Так же, как и Генри, Клара родилась в семье фермера, не гнушалась никакой работы. Родители девушки, люди набожные и строгие, конечно, не отдали бы ее за молодого человека без гроша за душой, без земли и дома. Построив наскоро на своем участке уютный домик, Генри поселился в нем с молодой женой. Много лет спустя автомобильный монарх скажет: «Моя жена верила в мой успех еще крепче, чем я. Такой она была всегда». Клара могла часами слушать рассуждения мужа об идее создания самодвижущегося экипажа. На протяжении долгой семейной жизни она всегда умела сохранять элегантный баланс. Интересовалась делами мужа, но никогда не вмешивалась в них. На ферме он придумал молотилку зерна, работающую на бензине. Патент на это изобретение Форд продаст Томасу Эдисону, и тот приглашает Генри в свою компанию. Однако и там, на должности главного инженера, Генри по-прежнему больше всего привлекают машины. Женившись в 1887 году, он проживет вместе с женой всю жизнь. Как-то на вопрос журналистов, хочет ли он прожить еще одну жизнь, Форд ответит так: «Только если можно снова жениться на Кларе». Интересно, что при этом Генри Форд был убежденным сторонником теории реинкарнации. В частности, он считал, что в своем последнем воплощении погиб как солдат в битве при Геттисберге. Форд описал свои взгляды в журнале «Сан-Франциско Экзаменер» от 26 августа 1928 года. «Я принял теорию реинкарнации, когда мне было 26 лет. Религия не давала мне объяснения данного феномена, а работа не приносила полного удовлетворения. Работа не имеет никакого смысла, если опыт, накопленный в одной жизни, мы не можем использовать в другой. Когда я открыл для себя реинкарнацию, это было подобно обнаружению вселенского плана. Я осознал, что теперь существовал реальный шанс осуществить мои идеи.
Я более не был ограничен временем. Я перестал быть его рабом. Гений – это опыт. Некоторые, похоже, считают, что это дар или талант. На самом же деле это плод опыта, накопленного за многие жизни. Некоторые души старше, чем другие, и, соответственно, знают больше. Открытие понятия реинкарнации успокоило мой ум. Если вы записываете эту беседу, напишите, что это помогает успокоить ум. Я бы очень хотел поделиться со всеми умиротворением, которое приносит такое видение жизни. При всем при этом Форд уделял большое внимание диете и здоровому образу жизни. На воротах его заводов была вывешена надпись: «Помни, что Бог создал человека без запасных частей». В ноябре 1893 года Клара подарила Форду единственного сына. Мальчика назвали Эдсел. В том же году в кирпичном сарае позади двухквартирного дома, где он жил с женой Кларой, Форд закончил строительство своего первого экспериментального автомобиля. Изобретатель проработал 2 суток без отдыха и сна, и в 2 часа ночи 4 июня пришел сообщить своей жене, что машина готова, и он сейчас собирается ее испытать. Названный квадроциклом автомобиль передвигался на 4 велосипедных шинах. В том же 1893 году Генри Форд становится главным инженером Эдисоновской компании, специализировавшейся на освещении Детройта, а затем в 1899 году главным инженером Детройтской автомобильной компании. Но через некоторое время там стали замечать, что Форд все свои умственные и физические силы тратит на бензиновую тележку, а вовсе не на работу в офисе. Генри предложили занять руководящую должность с условием, что он бросит свое изобретение. Форд колебался. Доводы разума были таковы: семью надо содержать, сбережений нет, все ушло на постройку тележки. Клара, видя его колебания, сказала, что как бы Генри Форд ни поступил, она одобрит его решение. Но Генри остается верен своей идее превратить авто из предмета роскоши в средство передвижения и полный надежд на будущее уходит со службы. Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что угодно. Энтузиазм – это основа любого прогресса. Ведь если уж Форд замахнулся превратить миллионы простых пешеходов в гордых владельцев авто, то на выбранном пути ничто не может ему помешать. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. Detroit Automobile Company просуществовала недолго. На автомобиле не было спроса, как не бывает его ни на один новый товар. «Я покинул свой пост, решив больше никогда не занимать зависимого положения», — вспоминал Форд. Уволившись, Форд принялся продавать себя. Он искал состоятельных компаньонов, ведь у самого Генри денег как таковых не имелось. И в своем новом предприятии он отводил себе роль поставщика идей. Но пока эти идеи покупать никто не хотел. Он был просто одержим идеей создать автомобиль, доступный всем. Форд правильно полагал, что «сами по себе идеи ценны, но всякая идея в конце концов только идея. Задача в том, чтобы реализовать ее практически». Но разве он сдается? Нет. Форд в очередной раз демонстрирует свой подход к жизненным неудачам, считая их возможностью начать заново, но уже более мудро. Он полагал, что честная неудача не унизительна, а унизителен страх перед неудачей. С ним трудно не согласиться. Ведь вряд ли на свете есть человек, у которого всегда и все получается с первого раза. Упорство, решительность и настойчивость – вот качество настоящего борца. Гораздо чаще люди сдаются, чем терпят поражение. Так считал Генри Форд. В 1902 году он делает своему автомобилю потрясающую рекламу. За рулем своей машины в автогонках он опережает чемпиона Америки. Лучшую пиар-компанию сложно и придумать, а уж Форд, как никто другой, понимает значимость рекламы. Если бы у меня было $4, 3 из них я отдал бы на рекламу. В 1903 году была зарегистрирована Ford Motor Company. Генри стал главным управляющим. Будучи сам механиком-самоучкой, Форд охотно нанимал таких же самородков на завод. Специалисты так умны и опытны, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то. Они везде видят пределы и препятствия. Если бы я хотел уничтожить конкурентов, то предоставил бы им полчища специалистов. Все усилия он бросает на создание универсального автомобиля, простого, надежного и дешевого. В то время идея машины для всех была многим непонятна. Массовый автомобиль являлся чем-то фантастическим, как сейчас, к примеру, массовый самолет. Однако все это Генри мало волнует, ведь он верит, что все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. В 1905-м финансовые партнеры Форда не согласились с его намерением выпускать дешевые автомобили, так как спросом пользовались дорогие модели. Держатель основного пакета акций Александр Малкомсон продал свою долю Форду, после чего Генри Форд стал обладателем контрольного пакета и президентом компании.
А вот еще один интересный эпизод, связанный с молодой компанией Форда. Ford Motor Company столкнулась с конкуренцией синдиката автомобилестроителей, претендовавшего на монополию в этой сфере. В 1879 году Селдон запатентовал проект автомобиля, который не был построен. Он содержал лишь описание основных принципов. Первый же выигранный им судебный процесс о нарушении патентного права побудил владельцев ряда автомобилестроительных компаний приобрести соответствующие лицензии и создать ассоциацию законных фабрикантов. Судебный процесс против Ford Motor Company, инициированный Селдоном, длился с 1903 по 1911 год. Законные фабриканты угрожали вызовом в суд покупателям автомобилей Форда. Но тот действовал мужественно, публично обещая своим покупателям помощь и защиту, хотя финансовые возможности законных фабрикантов намного превышали его собственные. В 1909 году Форд проиграл процесс, но после пересмотра дела суд решил, что ни один из автомобилестроителей не нарушал права Селдона, так как ими использовался двигатель другой конструкции. Монопольное объединение тут же распалось, а Генри приобрел репутацию борца за интересы потребителей. В этом проявился один из 4 принципов управления Генри Форда, который он сформулировал так: «Не обращай внимания на конкуренцию. Пусть работает тот, кто лучше справляется с делом. Попытка расстроить чьи-либо дела – преступление, ибо она означает попытку расстроить в погоне за наживой жизнь другого человека и установить взамен здравого разума господство силы». К слову сказать, остальные 3 принципа управления, которые озвучил Форд, не менее достойны. Вот посмотрите, например, что касается прибыли. Работу на общую пользу ставь выше выгоды. Без прибыли не может держаться ни одно дело. По существу в прибыли нет ничего дурного. Хорошо поставленное предприятие, принося большую пользу, должно приносить большой доход и будет приносить таковой. Но доходность должна получиться в итоге полезной работы, а не лежать в ее основании. Или вот что касается современного «дешево купил, дорого продал». Производить не значит дешево покупать и дорого продавать. Это скорее значит покупать сырые материалы по сходным ценам и обращать их с, возможно, незначительными дополнительными издержками в доброкачественный продукт, распределяемый затем среди потребителей. Вести азартную игру, спекулировать и поступать нечестно – это значит только затруднять указанный процесс. Ну и, наконец, 4-й принцип – философский. Не бойся будущего и не относись почтительно к прошлому. Кто боится будущего – неудач. Тот сам ограничивает круг своей деятельности. Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. Прошлое полезно только в том отношении, что указывает нам пути и средства к развитию. При этом образование, которое оставляло желать лучшего, Генри получил в церковной школе. Уже взрослый Форд, составляя важные договоры, по-прежнему допускал ошибки. Однажды он подаст в суд на газету, обозвавшую его невежественным, и на обвинение в необразованности ответит: «Если мне нужно было бы ответить на ваши дурацкие вопросы, мне стоило бы только нажать кнопку в кабинете, и в моем распоряжении появились бы специалисты с ответами». Автомобильный король так и не научился за всю свою жизнь читать чертежи. Инженеры просто делали для босса деревянные макеты и отдавали ему на суд. Небезграмотность Форд считал недостатком, а не желание применять ум в жизни. «Самая трудная вещь на свете – это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются». Форд упрощает конструкцию автомобиля, стандартизирует его детали и механизмы. Он первый в мире внедряет конвейер в производство машин. Это инновационное решение в мгновение ока выводит его в лидеры автопрома и оставляет конкурентов далеко позади. И хотя конвейер использовали в 19 веке и до него, когда мы говорим «конвейер», подразумеваем именно Генри Форда, человека, который достиг с его помощью своей мечты и небывалого успеха. Настоящим триумфом Генри Форда стало внедрение модели Т, означавшее смену всех ориентиров в концепции автомобилестроения. Он создавал ее как скульптор, отсекая все лишнее. Создавал не роскошную игрушку для избранных, а доступный по цене товар для миллионов средних американцев. Успех превзошел все ожидания. За годы производства модели Т было продано свыше 15 миллионов штук автомобилей, завоевавших потребительский рынок. В 1909 году Ford T стоит $850, в 1913 году $550. В 1914 году компания отмечает выпуск 10-миллионного Ford T. В то время 10% всех автомобилей в мире составляли именно эти машины. В том же 1914 году Генри Форд решает повысить зарплату рабочим до $5 в день. Он полагал, что «если вы требуете от кого-нибудь, чтобы он отдал свое время и энергию для дела, то позаботьтесь, чтобы он не испытывал финансовых трудностей».
Наверное, один из главных секретов Форда кроется не столько в новшествах на производстве, сколько в человечном отношении к ближнему. Мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его, и со своей точек зрения. За глаза рабочие называли его «человек, придумавший выходной». И этот человек дополнительно вознаграждал некурящих и не пьющих работников. Люди выстраивались в очередь, чтобы получить работу у Форда. Он же при подборе персонала оценивал лишь готовность работать. Мне все равно, откуда пришел человек, из тюрьмы или из Гарварда. Мы нанимаем человека, а не историю. Вопросов с текучестью кадров не возникало, хотя дисциплина на фабрике была жесткой. «Время не любит, когда его тратят впустую», — говорил Форд, не позволяя расслабляться ни себе, ни рабочим. Он был убежден, что только два стимула заставляют людей работать – жажда заработной платы и боязнь ее потерять. На своем предприятии Форд внедрял принцип «поменьше административного духа в деловой жизни и побольше делового духа в администрации». Решив, что бумажное дело производства тормозит процесс выпуска машин, Форд на своем заводе, гулять так гулять, упразднил статистику. В компании Форда отсутствовали производственные совещания, не велась лишняя документация и не было связей между отделами. Кто должен быть боссом? Все равно, что спрашивать, кто должен быть тенором в этом квартете. Конечно, тот, кто может петь тенором, заявлял Форд, теперь уже полноправный хозяин огромной компании. К началу 1920-х годов Генри Форд продавал машин больше, чем все его конкуренты вместе взятые. Из 10 покупаемых в США машин 7 были его производства. Именно в это время он получает титул автомобильного короля. Форд вкладывает деньги в покупку других заводов, рудников, угольных шахт и всего того, что требуется для выпуска машин. Таким образом, владелец заводов, газет, пароходов создает целую империю, независимую от внешней торговли. При этом преуспевающий промышленник не зацикливается на долларах. Именно ему принадлежит фраза «Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, а в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни». В 1922 году Форд выпускает автобиографическую книгу «Моя жизнь, мои достижения», написанную ярко и образно. Однако спокойно дожить до пенсии, пожиная плоды прошлых успехов, Генри Форду не дают ни конкуренты, ни покупатели. Продажи самого доступного авто начинают падать. Создатель Форда Т полагал, что если однажды купили, то и всегда покупать будут. Однако люди захотели разнообразия, а Форд мог предложить лишь автомобиль любого цвета, если этот цвет черный. Компания General Motors предоставила покупателям разные модели автомобилей и побила конкурентное преимущество Форда – доступность, продавая машины в кредит. К 1927 году продажи Форда Т настолько снизились, что Форду угрожало разорение. Доброжелатели предвкушали крах бизнесмена, но Форд не сдался и на этот раз. Ведь если вчерашние убеждения себя не оправдали, это лишь повод придумать что-то новое. Они есть повсюду, эти странные люди, которые не знают, что вчера – это вчера, и которые каждое утро просыпаются с прошлогодними мыслями в голове. На своем примере Форд показал, что позитивное мышление работает и приносит результаты. Если ты уверен, что удача к тебе придет, так оно и будет. Размышления о будущем, желание сделать больше приводят ум в такое состояние, когда кажется, что нет ничего невозможного. Форд приостанавливает производство и распускает почти всех рабочих, а сам работает над созданием очередного автомобиля. В 1927 году он представляет новую модель Ford A, прототип советской победы, выгодно отличающуюся от существующих по техническим характеристикам и внешнему виду. Ford опять выходит победителем. Он до 30-х годов руководит компанией, а после передает дела своему сыну, но опять возвращается на пост главы фирмы после его смерти в 1943 году. Выходец из семьи ирландских иммигрантов, Форд, пожалуй, был одним из самых известных антисемитов планеты. С 1918 года на деньги промышленника издавалась газета «The Dearborn Independent», в которой, помимо всего прочего, публиковались антисемитские материалы, включая протоколы сионских мудрецов. В 1920 году подборка статей из Dearborn Independent была опубликована отдельной книгой под названием «Международное еврейство. Исходная мировая проблема». В дальнейшем, до конца 1922 года вышло еще 3 тома «Еврейская деятельность в США», «Еврейское влияние в американской жизни» и «Аспекты еврейской власти в Соединенных Штатах». В 1920 году еврейский журнал American Hebrew бросил Форду вызов, предложив ему выбрать жюри из известных американских лидеров, которым он представит доказательства существования еврейского заговора. Если бы Форду не удалось убедить жюри в существовании заговора, он должен был признать свою ошибку и опубликовать имена тех, кто его убедил в существовании этого заговора.
Форд не ответил на вызов, а публикации были продолжены. В этой кампании Форд получил поддержку части американцев, в том числе известного Томаса Эдисона. Тогда 119 видных американцев, включая 3 президентов, 9 госсекретарей, 1 кардинала и множество других государственных и общественных деятелей США, опубликовали открытое письмо с осуждением антисемитизма Форда. Они писали, что Форд бросил вызов американским гражданским и демократическим принципам. В 1924-м Аарон Шапиро возбудил дело о клевете, причем назвал ответчиком не газету или редактора, а лично Форда. В марте 1927 года редактор газеты Уильям Камерон показал под присягой, что материалы газеты с Фордом не обсуждались. Камерон утверждал, что никогда не посылал хозяину газеты сигнальные экземпляры еженедельника и никогда не видел, чтобы Генри Форд читал хотя бы одну из статей. Утверждения Камерона были встречены обществом с большим недоверием. После этого Шапиро вызвал в суд самого Форда, который долго уклонялся от получения повестки и в итоге так и не явился на судебное заседание. Еще один иск против Форда подал автор книги «История одного обмана. Протоколы сионских мудрецов» Герман Бернштейн. В итоге Форд удалил конфликт во внесудебном порядке, в том числе с помощью выплаты крупной суммы, размер которой был засекречен по условиям сделки и неизвестен до сих пор. При этом Форд отказался от своих антиеврейских утверждений и направил 7 июля 1927 года в прессу письмо, в котором приносил извинения евреям за причиненное им зло. Обещал изъять из обращения опубликованные материалы и следить, чтобы в его изданиях не было подобных нападок. К тому времени трактаты, опубликованные Фордом, уже нашли своих читателей. Среди них был и будущий вождь Третьего рейха Адольф Гитлер. В «Майн Кампф» единственным американцем, которого упоминает автор, окажется отец-основатель Ford Motors. Каждый год дает им все больше и больше контроля над производителями 120-миллионной нации. Лишь один великий человек, Форд, вызывает у них ненависть тем, что сохраняет полную независимость. Симпатия оказалась сильной и обоюдной. Генри Форду импонировал глава НСДАП. По утверждению некоторых исследователей, американец стал оказывать финансовую помощь нацистам задолго до того, как Гитлер и его последователи пришли к власти. В начале 1930-х годов в США Гитлера считали хоть и радикальным, но вполне рукопожатным персонажем. В 1931 году американская журналистка из издания The Detroit News брала интервью у Гитлера и обратила внимание на портрет Генри Форда, висевший в кабинете у фюрера. Поинтересовавшись отношением Гитлера к главе Ford Motors, репортер услышала в ответ: «Я считаю Генри Форда своим вдохновителем». С приходом Гитлера к власти в Германии между ними Фордом установились как дружеские, так и деловые связи. По самым скромным подсчетам, вложения Форда в германскую экономику накануне Второй мировой войны составили более 17 миллионов долларов. По словам американского военного историка Генри Шнейдера, Форд помогал немцам в получении каучука, жизненно необходимого для германской промышленности. Немецкий филиал Ford Motors занимался производством автомобилей, которые использовались для нужд вермахта. Производство тяжелых грузовиков по заказу гитлеровской армии в 1940-х годах шло на немецком заводе компании Ford, хотя формально отец, основатель компании, управляемой его сыном, не имел к этому предприятию отношения. Еще более интересная ситуация сложилась с французским филиалом Форда. После 1940 года он оказался на оккупированной немцами территории, но не свернул производство. Авиационные двигатели, грузовые и легковые автомобили – все это отправлялось на вооружение немецкой армии. Доходило до полного абсурда. К примеру, в 1942 году американские предприятия Форда в рамках Ленд-лиза собирали автомашины для нужд Красной армии. И в это же время такие же автомобили шли на Восточный фронт, пополняя механизированные части вермахта. К слову сказать, сотрудничество с Советской Россией было положено гораздо раньше, о чем скромно умалчивалось в стране, победившей революции. Советские автомобили ГАЗ на заре своей эпохи были копиями разработок Форда. Генри Форд заключил контракт с руководством СССР, в котором было 2 основных пункта. Первый – в Советском Союзе строился автомобильный завод с применением достижений Генри Форда, в дальнейшем призванный выпускать автомобили по чертежам компании, а советские рабочие отправлялись на детройтские заводы в США для прохождения стажировки. И второй – Советский Союз подписывал многомиллионный контракт на поставку автомобилей и тракторов марки Ford. Этот факт от простых людей скрывался, как и многое другое в то время. Уже в наше время, в 2003 году, журналист Макс Уоллес выпустил книгу «Американская ось. Генри Форд, Чарльз Линдберг и восход Третьего рейха», в которой он привел документы, свидетельствующие о тесной связи с нацистами не только Генри Форда, но и его сына Эдсела, который был на тот момент непосредственным руководителем Ford Motors.
При этом Уоллес указывает на то, что труд заключенных из концлагерей на европейских предприятиях семьи Форда использовался еще до формального перехода заводов под контроль нацистов. Представители Ford Motors так отреагировали на эту книгу. Мы думаем, в ней ничего нового о деятельности Генри Форда. Он был замечательным новатором, но и человеком, допускавшим ошибки. Но вернемся в предвоенные годы. В 1938 году к 75-летию Генри Форда друг Адольф удостоил промышленника Ордена Заслуг Германского Орла, высшей награды Третьего рейха для иностранцев. Когда немецкий консул вручал гитлеровскую награду Форду, создатель автоиндустрии не выглядел мрачным. В 1945 году, когда Гитлер свел счеты с жизнью в берлинском бункере, Генри Форд окончательно отошел от дел, передав пост президента внуку, 28-летнему Генри Форду II. Молодой наследник стал энергично работать, предотвращая маячившее на горизонте банкротство. Генри-младший был далек от взглядов деда и приложил немало усилий, чтобы изменить репутацию компании. В частности, Генри Форд II финансировал несколько крупных еврейских организаций и основал сборочный автозавод в Израиле. Ford Motor Company спонсировал съемки фильма о Холокосте «Список Шиндлера». Вот таким был Форд, воплотивший американскую мечту. И когда журналисты спрашивали его, чего может желать такой богатый человек, он отвечал им так: «Я хотел бы улучшить мир тем, что в нем живу». Действительно ли он сделал его лучше? И если да, то чем именно? Самое время переместиться в комментарии под видео и ознакомиться с мнениями глубоко уважаемых экспертов. А у нас на сегодня все. Благодарим за просмотр, за лайк этому фильму и до встречи на канале Крамола.